Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой красивый женственный вариант платья с такими соблазнительными вертикальными косами. Увидел на просторах интернета эту красоту, такое нежное, чудесное платье. Я бы его даже назвала платье-туника, потому что, смотрите, видите, у нее такая, в общем-то, она чем-то похожа на тунику, но, конечно, это все-таки платьице. Такие косы, вертикальные узоры, стройнящий такой силуэт, вяжется довольно просто. Классика, девочки, такая классика в его старом прекрасном виде. Рукав с окатом, вот высокий ворот у нас, такой отличительная изюминка этой модельки. Просто вообще-то очень красиво смотрится. Элегантная, нежная, знаете, похоже на платье Снегурочки, если так можно назвать. Итак, в сегодняшнем видео мастер-классе мы с вами составим описание на несколько размеров. Сейчас я вам полистаю эту модельку. У нас будет сегодня использоваться размер 42, 44, 46. Видите, под пояс его можно носить. Тоже очень хорошо женственно смотрится. Приближаю вам узорчик, показываю. Вот такие вот бабочки здесь, рукавчик вот такой с окатом. 48 размер будет, 50-52. Так, нехорошо, что я перескакиваю, но я хочу и листать, и говорить. Высокий ворот. Конечно, вы можете модели изменить как-то по своему там виду, вкусу. Можно сделать обычный невысокий ворот, да, то есть обычный такой на 3 сантиметра приблизительно, планочку связать. Вот. В общем, модель весьма элегантная. Сейчас я вам ее вот так опять приближу, узор показываю вам, как сделано у нас, сделано наверху, потом по низу посмотрим. Смотрите, здесь сочетается вот эта красивая бабочка, изнаночная гладь, лицевая полосочка из 3 петелек, и опять изнаночная гладь идет. И опять вот эта красивая бабочка. И вот таким образом у нас сочетается. Я очень долго и внимательно смотрела, есть ли здесь какая-то приталенность. В общем, девочки, приталенность я не увидела. Если вы хотите сделать приталенность, то можете ее для себя создать. Я вот описание составляю с расчетом на то, что будет вот такой пояс. Да, то есть модель с поясом. Но приталенность можно для себя любимых специально связать. Там нет ничего сложного. Вначале убавляете, потом также на такое же количество петелечек прибавляете. Да? Все по выкройке вяжется. Так, сегодня в нашем мастер-классе выбор пряжи, спиц. Мы с вами будем составлять, значит, на несколько размеров описания. У нас с вами будет вязаться образец. Есть схема, которую я нарисовала, и выкройка, которую я предлагаю использовать для данной модели. Всем, кому все это дело нравится, все, кто увлечен и, в общем-то, хочет связать такую себе красоту, приближая опять узор, внимательно по низу сейчас пройдете, смотрите на как устроена пройма, да, тоже так интересно устроено, как окат оформлен. Лицевая гладь у нас нет узоров, но вы можете себе пустить такую бабочку, кстати, будет неплохо смотреться по центру. У меня в описании это не учтено. Просто фантазируйте, девочки, включайте фантазию, и у вас вот низ. Невысокая планка, сантиметра 4 в высоту всего. Так что имейте в виду, это машинная вязка. Я сегодня вам предлагаю 2 варианта пряжи. Одна потолще, другая потоньше. Выбирайте сами для себя. То есть, что вы хотите. Для тонкой буду делать мастер-класс для тонкой пряжи. То есть там плотность посчитана и узор вяжется из более тонкой, но есть небольшое утолщение во втором варианте. Придется плотность там пересчитывать. Итак, мои хорошие, давайте с вами приступим к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал.
Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Значит, использовать решила пряжу для вязания образца Yarn Art Merino Deluxe-50, да? Ну не тире, а через черточку. Это полушерстяная пряжа турецкого производства. 520 цвет, такой цвет жемчужный, не совсем белый, да? 100 грамм 280 метров, 49% шерсть и 51% акрил. Очень мягкая пряжа, реально мерино. Наверное, шерсть хорошего качества используется. Мне очень нравится. Узор у нас вот такой. Смотрится вот так хорошо, эти наши бабочки. Как альтернативу могу вам предложить пряжу Alize Lana Gold. Она чуть толще, классик. Тоже, значит, пряжа у нас имеет состав 51% акрил, 49% шерсть, но в 100 грамм 240 метров, то есть она потолще. И цвет 62. И смотрите, видите, тон одинаковый у них почти. Ну, вообще, в принципе, одинаковый тон, несмотря на то, что это Alize, компания, это Yarn Art. Вот, девочки, выбирайте сами. Для вот этого Alize Lana Gold, для этой пряжи, спицы нужно взять потолще. То есть 4, потому что для этой пряжи, первая, которую я вам показала, Deluxe, 3,5 я использовала. И вот так это выглядит, да? То есть, если честно, вот оно получается тонкое такое полотно. Тонкое, вот я беру, да, на ощупь. Тонкое, нежное, хорошее полотно. И это будет чуть толще. Если как сравнение, вам ниточки сейчас покажу, насколько толщина разная. Сейчас показываю вам. Смотрите, вот такая вот разница. То есть, вот правее это та, которая потоньше ниточка, Yarn Art, и Alize, та, которая левее. Вот такая небольшая разница. В принципе, по качеству они идентичные, абсолютно похожие. Конечно, плотность придется пересчитать, если вы возьмете пряжу номер 2 Alize. Так, ну а сейчас давайте схему я показываю. Схему узора я нарисовала, девочки, вот так выглядит. Смотрите, здесь у нас лицевая петля, это вот такая клеточка пустая. Ну, а там, где у нас перекрещивание, я показала, что это 6 лицевых, перекрещивается направо вот этот знак, и этот, соответственно, налево. По 6, то есть 3 на 3, получается 6 петелечек вместе. Ну, тут у нас идет вот эта вертикальная полосочка из лицевых, из 3 лицевых, и горизонтальные вот эти вот черточки. Вначале в образце я вязала 2 изнаночные между бабочкой и вот этими черточками лицевыми, да, петельками лицевыми. Вот. Потом я подумала, что, наверное, надо по 3 сделать, и уже описание составляла, исходя из того, что между бабочкой и вот этой вертикальной лицевой гладью будет 3 изнаночных. Получается, значит, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных. Вот это будет у нас на самом деле использоваться в описании. Сразу вам говорю. У бабочки раппорт составляет 12 петелечек и 12 рядов. Вот такая она у нас квадратная. Сейчас я вам покажу выкройку. Выкройка, вот такие очертания из другой модели я взяла. Немножко она имеет отличие, но все размеры будут сегодня мною здесь показаны, те, которые мы реально будем использовать. Я очень подробно все во второй части видео, то есть после того, как свяжем образец, расчет плотности сделаем, я вам рисую схематично, как располагаются узоры, сколько петелечек мы набираем на тот или иной размер. То есть там все детально мы с вами всегда разбираем.
Вот. И там же все я озвучиваю, цифры на самом деле реальные, которые у нас будут в расчете использоваться, длину, ширину, все там. Здесь просто визуально посмотрите образ, да, какой мы будем сегодня с вами вязать. Вот так вот схематично выглядит наша с вами выкройка. И описание, которое я составила и выкладываю всегда под видео для вашего удобства. В общем-то, 42, 44, 46, 48, 50, 52 размеры. Вот. И здесь идет последовательность действий, которые нужно выполнить. Сами, девочки, почитайте. Я, конечно, этот текст читать не стану. Вот. Конечно, включайте свою творческую фантазию, изменяйте по своему усмотрению. Это очень важно, потому что вы все мастера, и, конечно же, каждый из нас хочет привнести в изделие что-то свое неповторимое, свою изюминку. Поэтому это я только приветствую. А этот мастер-класс можете считать как учебный или как руководство к действию, скажем так. С чего-то надо начать, да? Так, ну а давайте сейчас начнем вязать образец узора. Сейчас я уже связала вспомогательные, так скажем, ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядков у меня получилось. Распределила петли следующим образом. Ну, кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Здесь у нас будет сейчас бабочка на 12 петельках, 2 опять изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, кромочные. То есть, если вы хотите следовать моему примеру, то сделайте тоже вот эти вспомогательные ряды, 6 рядков, и начнем с вами первый ряд узора. Для чего я их сделала? Ну, обычно вот эти перекрещивания в самом начале, ну, не очень хорошо смотрится. Элемент, который у нас будет в центре в аранском вязании, называется бабочка, и он очень напоминает крылья бабочки. То есть это вот за такую вот схожесть, да, визуальную. Начинаем с вами первый ряд. Кромочную сняли, 2 изнаночные вяжем. Затем у нас вот тут 3 лицевые. Снова 2 изнаночные. И вот наша бабочка. Будем перекрещивать с вами 6 петелек направо. Можно 2 способами это сделать. Первый способ без дополнительной спицы, второй с дополнительной спицей. Показываю вам первый способ. Да? Смотрите, снимаем 6 петелечек на правую спицу. 3 петли у нас за работой. 3 петли следующие высвобождаются. Аккуратно их с помощью правой спицы возвращаем на левую. Все, мы перекрестили 6 петель направо. Все 6 вяжем лицевыми. То есть вот такой способ, чисто, знаете, такой технический момент, да, надо просто это научиться делать. Далее 6 петелечек мы перекрещиваем налево. Для этого также 6 петелечек снимаем на правую спицу. Первые 3 петли у нас перед работой. Следующие 3 петли за работой. Вот они там, видите? И их мы переснимаем сзади. С помощью правой спицы также возвращаем налево, только уже не перед работой, а за работой. Все, перекрестили и провязали как 6 лицевых. Вот и все. Вся сложность этого узора вот в этом перекрещивании. Все остальное просто обычные изнаночные и лицевые петли. Нет никаких накидов, ничего. То есть дальше мы вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Все, первый ряд связали. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание. Четные ряды. Все четные ряды у нас вяжутся, как смотрят петли. Третий ряд узора. Смотрите. Вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, и наша бабочка просто 12 лицевых. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. 4-й ряд, ну и все, в общем-то, четные вяжем, как я уже говорила, как смотрят петли. Девочки, и затем, смотрите, 5, 7, 9, 11 ряды вы вяжете так же, как мы сейчас с вами 3-й ряд связали. Абсолютно так же. То есть у нас в бабочке идет просто 12 лицевых петель. Все. Следующее перекрещивание будет в 13 ряду. И это будет снова как 1-й ряд. То есть раппорт узора составляет 12 рядов. Вот и все. Давайте самостоятельно свяжем с вами, получается, с 5 по 11 ряд включительно. 12 ряд вы вяжете, это изнаночный ряд. И в 13 ряду на новом перекрещивании мы с вами снова встретимся. Я постараюсь вам показать, как сделать перекрещивание с помощью дополнительной спицы. Итак, девочки, связано у меня 12 рядов. И 13 ряд снова как 1-й мы вяжем. Я вам обещала, да, показать с помощью дополнительной спицы, как сделать перекрещивание вот эти у бабочки. Поэтому сейчас мы с вами вяжем, начинаем 13 ряд, кромочную сняли 2 изнаночные, 3 лицевые, опять 2 изнаночные и вяжем нашу бабочку. С использованием дополнительной спицы снимаем 3 петли на дополнительную спицу и оставляем эти 3 петли за работой. Следующие 3 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Далее эти петельки, которые были за работой, возвращаем на левую спицу. И тоже их вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Вот и все. Так используется дополнительная спица. Следующие 6 петелечек перекрещиваем налево. Снимаем 3 петли. Перед работой теперь эти петли оставляем дополнительные спицы. Далее 3 петли вяжем за работой. А эти 3 петли, которые были на дополнительной спице, возвращаем на левую спицу. И тоже их вяжем как 3 лицевые. 1, 2, 3. Все. То же самое мы получили с помощью вот такой вот помощницы, да, спицы дополнительной. Далее вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, снова 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Вот и все, девочки. Далее у вас повтор идет рядов. Сейчас я еще один вот этот раппорт свяжу. Сделаем с вами влажно-тепловую обработочку и измерим плотность вязания, которая нам будет нужна в дальнейших расчетах. Девочки, связала я вот 2 раппорта. Смотрите, как славные какие у нас получаются свои бабочки. Да? Сейчас мы с вами все это дело расправим с помощью горячего пара. Нам надо точно знать, как будет выглядеть этот узор после стирки. Поэтому мы сейчас будем имитацию, так скажем. Влажно-тепловая обработка у нас будет. Горячим паром отдаем наш образец. И тянем. Тянем его в разные стороны. Обращаем внимание на крайние вот эти петли изнаночные, кромочные. Их надо выпрямить, девочки. Вот их, вот косу не трогать, пусть она пышная остается. А лицевую изнаночную гладь выпрямляйте. Она нам будет нужна именно в расправленном виде, как она на модельке будет смотреться. Именно так. Так. Все мы выпрямили. Оставляем сохнуть красоту нашу.
в расправленном виде. Наш образец высох, да? Сейчас будем линеечкой измерять его ширину и высоту. Для этого берем вот так, выкладываем на ровную поверхность, прикладываем нашу линеечку и смотрим. Так, вместе с кромочными 13 сантиметров. 13 сантиметров и 28 петель у нас было в раппорте. 28 надо разделить на 13. Плотность 2,15. Запишем. В 1 сантиметре 2,15 петель. Дальше. Берем теперь длину, измеряем также. Свободно у нас лежит все. О, тоже 13 квадрат. Итак, а сейчас надо посчитать точное количество рядов, которые в образце. 32 ряда я посчитала, и надо разделить на 13 сантиметров. Получается 2, ну если быть точнее, 2,45. Ну, будем совсем предельно точны. Можно, конечно, округлить до 2,5. Я пишу, что в 1 сантиметре 2,45 ряда получилось у нас в расчетах. Так, а сейчас смотрим выкройку и составляем описание. Вот такую выкройку, девочки, я предлагаю сегодня использовать. Она, конечно, далека от идеала, очень такая вся, но она, в принципе, очертания, силуэт, по которому мы будем вязать, он именно тот, который нам нужен. То есть у нас вязание будет по прямой, и приталенности здесь нет. Насколько я смогла рассмотреть, модель не приталенная. Там естественная приталенность будет за счет того, что используется, вот знаете, вот этот элемент, такая сочетание изнаночной лицевой глади, да, он как бы сам по себе вот так немножечко, да, сборит, согласитесь. Вот, за счет этого, наверное, не требуется. Вы сами обратите внимание, да, там нет вот этого вот приталенного. Ну, при желании ничто не мешает вам, да, вот эту приталенность выделить для себя. Так, ну а мы будем с вами делать по прямой расчет и длину для первого размера. Первый размер у нас будет с вами 42-44, и это будет у нас 90 сантиметров длина. Второй размер у нас идет 46-48 и длина 92 сантиметра. И на 50-52 размер идет длина 93 сантиметра. Теперь попетельно. У нас небольшая планка невысокая, по низу платья идет на 4 сантиметра. Вот, и после нее идет уже узорчик. Смотрите, набирать для планки будем первый размер 90, второй 102 петли, третий 112 петель, да? И дальше у нас в последнем изнаночном ряду планочки равномерно прибавляются 14 петелек. И переходим на вязание узора. Итак, ширина. Девочки, смотрите. В петельном эквиваленте первый размер 42-44 я сделала 49 сантиметров. Ну, по бедрышкам брала, конечно же, ширину. И на свободное облегание небольшая величина идет прибавка. Это получилось 104 петли. Для 46-48 размера 54 сантиметра взяла, и это 116 петель. Для 50-52 размера 58 сантиметров, и это 124 петли. При желании вы можете увеличить эти сантиметры, как вам захочется. Но платье все-таки должно немного, конечно, в бедрах, ну, по фигуре сидеть, согласитесь. Поэтому я прибавки на свободное облегание делала незначительные. Вот, как определяла петли. Ну, мы наши сантиметры умножаем на плотность, которую с вами сегодня определили. В 1 сантиметре 2,15 петель получается, да?
И поэтому мы с вами 58, это третий размер, умножить на 2,15, это плотность, получаем 124 петли. Понимаете, откуда взялись эти цифры? Также я определяла и на другие размеры. А теперь как я их распределила? Смотрите внимательно. 42, 44, сейчас объясняю. 104 петли распределяем следующим образом. По центру идет коса, 12 петель. С двух сторон от нее симметрично идут 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. И справа также. Затем опять идет коса, 12 петель. И также справа и слева от нее 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. И еще раз идет коса. И заканчивается все как 3 изнаночные. Справа 3 изнаночные, слева. Ну и, соответственно, кромочные справа, кромочные слева. То есть у нас с вами 5 кос. 1, 2, 3, 4, 5. И между ними неизменно идет сочетание следующее. 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Понятно, да? Вот такие вот идут вертикальные полосы в виде 3 лицевых и между ними 3 изнаночные. Надеюсь, это вот понятно, я показываю, да? Для второго размера, размер 116 петель, для размера 46-48, все то же самое остается, но добавляем еще по 6 петелечек справа, 6 петелечек слева. Следующим образом начнем 3 изнаночные, 3 лицевые, затем 3 изнаночные, и все то же самое пошло. То есть по 6 петелечек справа и слева добавили. И они идут логично, как я вам сейчас говорил. 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Да? Обратите внимание. 6 петелечек добавляется. Вот у нас конец заканчивался для первого размера 3 изнаночные. И мы логично продолжаем 3 лицевые, 3 изнаночные, кромочные, да? А здесь начинаем кромочная, 3 изнаночные, 3 лицевые, и затем логично переходим, как здесь уже, на первый размер 3 изнаночные, и пошли по ходу. Для третьего размера узор я вот таким образом распределил, девочки. Здесь у меня добавляется к тому, что сейчас я вам уже показала, вот эти вот 3 изнаночные, 3 лицевые. Вот они идут 3 изнаночные, 3 лицевые, опять 3 изнаночные. Я добавил просто 6 лицевых справа и 6 лицевых слева. Вот такое сочетание получилось, последовательность узоров. Все изнаночные у меня в нижней части схемы. И вот здесь все лицевые идут поверху. Вот такая последовательность. Очень простая и легкая. Достаточно просто посмотреть на модель. И все становится логично и понятно. Если кому-то кажется это слишком загроможденным. Нет, не совсем не загромождено. Все очень логично и понятно. Теперь возвращаемся к нашей выкройке. Смотрите, девочки. Как я сказала, планка 4 сантиметра идет, и затем узор. Узор вы вяжете, вяжете, вяжете. И здесь у нас идет пройма. Пройму я сделала на все размеры. Начала с 5 петелек, с 5 сантиметров. И дальше у меня логично они по одной петле увеличивались. 5 петелечек умножить на плотность 2,15, 10 петель. Затем я сделала для второго размера 11 петель и для третьего 12 петелечек. Закрыть надо. Как их закрыть, чтобы это скругление получилось, я описываю под видео. Смотрите, там есть текстовое описание, инструкция. Что касается выреза горловины, для первого размера я сделала 20 сантиметров, второго размера 22, ну и третьего, то, что там, 12, наверное, не верьте этому, не 24, меньше. В петельном эквиваленте, также если умножить 10 на, то есть 20 умножить на 2,5, вот у меня получилось 42 петли, на второй размер 46, на третий я взяла 50 петель, потому что больше не надо. Больше не надо, это будет слишком много.
И петли плеч у нас остаются, если мы из этого все вычтем, да, и пройму вычтем, получится 21, 24, 25 петель. Все это будет в описании. Высота проймы на каждый размер я сделала вот такие величины. На маленький размер 20, на большой 22, на самый большой 23 сантиметра. Эту величину также корректируйте по своему желанию. У меня в описании будут вот эти цифры. Дальше. Глубина выреза по спинке она будет 2 сантиметра, по переду 8 сантиметров. Имейте это в виду. Просто здесь вот нечеткая выкройка, я вам сейчас все озвучила, да? Дальше переходим к рукавчику. Рукав будет классический вариант со скосом. Не верьте тому, что вот это вот тут начерчено. Будет планка высокая, здесь не видно, что она высокая, но она у меня учтена как 8 сантиметров. Длина рукава на средний рост я взяла 58 сантиметров. Это средний рост. Если вы хотите напуск какой-то, то прибавляйте сюда еще сантиметра 3-5 к этой длине напуск. Ну, после резинки, да, многие любят такую пышную рукавчик, да. Вот у меня этого как раз, ну, в общем-то, нет. У нас рукав связан лицевой гладью, без узора, поэтому плотность другая у лицевой глади по сравнению с узором, с косами. Я знаю, что плотность у этого узора я проверила в 1 сантиметре 1,8. 1 сантиметр 1,8 петель. Вот. Поэтому вот эту величину я здесь уже сразу ширину писал, не половинчатый размер, а ширину сразу. То есть вот это, где у нас самая широкая часть рукава, 38 первый размер, 42 сантиметра второй, 44 третий размер. Вот. И в петельном эквиваленте, если умножить на плотность, это 68 петель, 76 петель и 80 петель. И если в петельном эквиваленте. Так, и скос. Сколько петелечек мы набирали с вами на планку, я сейчас здесь не указала, в описании это есть. Там небольшое количество резиночкой вяжется 1 на 1. Затем в последнем изнаночном ряду мы также делаем небольшие прибавочки равномерно и выходим на циферки. Первый размер 54 петли, второй размер 58 и третий 62 петли. И скос. То есть мы из большего числа, что у нас самая широкая часть рукава, отнимем то, что по низу идет, и получается на 2 скоса распределим равномерно. У меня получился первый размер на скос, надо прибавить 7 петель, и на следующие 2 размера по 9 петель. Вот. Как распределить эти петельки равномерно, прибавки сделать? Это очень всегда важный момент. Рассказываю, как скос рассчитать. Для этого вам надо от планки до оката, до начала оката, измерить свое личное расстояние. В моем случае это 35,5 сантиметров. И умножить на вертикальную плотность. Мы ее посчитали. В 1 сантиметре 2,45 ряда. 35,5 умножить на вот это число 2,45 получится 86 рядов. То есть 86 рядов у нас идет от планки до оката. Затем вяжется окат по выкройке в натуральную величину. Я никогда не пишу, девочки, как здесь убавлять. Если вы начинающая вязальщица, вам лучше начертить эту выкройку, вот прям начиная от оката, и вот это закругление начертить на большой бумаге. И когда будете вязать, будете вот так прям вязать и прикладывать. Вам будет понятно, сколько в следующем втором ряду, в каждом втором ряду закрытие идет петелек. Вот, вам убавить 1 ли, 2 ли, 3. Там четко это видно, петельчик, понимаете? То есть вот такой у меня совет. Лично я так училась когда-то. Так меня учили, да, в свое время. Если же вы уже опытная вязальщица, то, в общем-то, я вам вообще про это ничего не говорила, да, вы и так все знаете. Так, мои хорошие, ну, в принципе, затем вот эти ряды, которые мы с вами получили,
высоту скоса, да, мы должны разделить с вами на 7, на 9. Когда мы 86 делим на 7 петель, 86 разделить на 7, у нас получается число 12. То есть в каждом 12 ряду вы должны сделать прибавку. Понятно, да? Дальше 86, если мы разделим на следующие два размера по 9 петелечек, делим на 9, то получается цифра 9,5. Как бы ни туда, ни сюда. В таком случае рекомендуется чередовать. Первая прибавка делается в 9 ряду, вторая в 10. И опять третья опять в 9, четвертая в 10. Чередуйте, чередуйте, и так 9 раз. Пока на спицах не окажется 76-80 петелечек. Зависит от вашего размера, который вы вяжете. Да? Все, мои хорошие. Вот все, что я хотела вам рассказать. Все другие нюансы, как закруглить вырез горловины, на какой высоте мы все это дело формировать будем, начинать там пройму вывязывать. Вырез горловины есть в описании, инструкция составлена и выложена под видео. Но, опять-таки, пожалуйста, проанализируйте вот эти цифры, то есть длину изделия, длину рукава обязательно проанализируйте, ну и, конечно, ширину. Здесь это очень легко добавить или убрать петельки лишние, если считаете, что они вам не нужны, там, допустим, или наоборот маловато. Да? Узор это позволяет. Так что проблем с этим не будет. Внимательно отнеситесь к перерасчету обязательно. Сделать это несложно. Обязательно, когда будете вязать, руководствуйтесь рядами, а не сантиметрами длина. Измеряться у вас должна, вы не должны прикладывать каждый раз сантиметр, что-то там мерить, а вы должны сразу четко написать себе, что от планки нижней до оката, до проймы, то есть до проймы, это я про рукав, до проймы у вас, допустим, такая-то величина там стоит, столько сантиметров, да, у меня здесь не написано, ну, предположим, 66 сантиметров, да, вы обязательно эту цифру должны умножить на вертикальную плотность. И когда будете вязать, ряды считайте. 66 умножить на вертикальную плотность, которая у нас получилась, это 2,45. Получается 162 ряда. Всегда берется четное число. То есть, понимаете, 162 ряда, девочки, вы должны их и вязать. Можете перевести это все в раппорты, да, то есть у нас, например, раппорт составляет 12 рядов, да, легко перевести в раппорты, то есть 100, сколько я сейчас сказала, не помню, разделите на 12 рядов, у вас получится число раппортов, легко считать раппортами, когда вяжете, да. Ну, в общем, все как бы самые такие знаковые моменты вязания я вам озвучила, показала, как расположила бы я узоры, как я рекомендую. И, в общем-то, все остальное, девочки, это дело творческое. Вязание должно доставлять нам радость. И я поэтому желаю вам удачи, чтобы все у вас хорошо связалось, получилось. До новых встреч!